В этом видео я расскажу о тех вещах в Германии, которые каждый иностранец замечает в первую очередь. Про обычных немцев, их быт, правила и повседневную жизнь. Все это сильно отличается от того, к чему мы с вами привыкли. Если вы живете в Германии или планируете переезд, тогда это видео будет точно полезным для вас. Начинаем! Если вы думаете, что немцы приходят за 5 минут до назначенного времени, частично да. На работу, на официальные встречи, запись к врачу. Они пунктуальные, как швейцарские часы. Но вот теперь неожиданность. Когда вам нужно вызвать мастера домой, он может прийти вообще через 4 часа после назначенного времени, ну или вообще завтра. Поезда тоже сюрприз. Опоздание на 5-20 минут – это вообще норма. Немецкая пунктуальность работает там, где их это лично касается. Ну а там, где касается вас, там уж как получится. Немцы очень спокойная нация, и многие привычки нас удивляют. Например, ходить в магазин в спортивках или каких-то лохмотьях – это абсолютно нормально. Пить теплую воду или пить теплое пиво – это тоже для них нормально. В поезде не здороваться с соседями – это не грубость, а просто не тревожь меня. Не закрывают окна шторами, типа я что, скрываю что-то? Школьные туалеты с перегородками по колено – это просто функционально, но не больше. А главное, немцам не нужно всем нравиться, у них своя жизнь и свои правила. Германия – это страна, где запрещено все, что не разрешено. Но иногда законы такие необычные, что хочется переспросить. Например, бросил мусор не в тот контейнер, получи штраф. Громкие звуки после 22:00 строго запрещены. Стричь газоны в воскресенье – это уголовное преступление. На уровне «как ты посмел?». Но при этом ходить голым в парке – это нормально. Ну типа свобода. А еще нельзя шуметь, сверлить, стирать ночью. Но зато можно пить пиво на улице, и никто это не осудит. У немцев есть своя магическая фраза «kein Stress». Это значит не спеши, не нервничай, все успеем. Они не перебегают на красный свет, не соревнуются, чей ребенок лучше, и не проверяют почту в 23:00. Когда работа заканчивается, это значит, что жизнь только начинается. Поэтому сервис местами медленный, но немцы не переживают по этому поводу. У них отпуск 30 дней, и они реально отдыхают. Они типа «я в отпуске, но на связи». В Германии качественные продукты, но есть несколько неожиданностей. Молоко за 90 центов очень вкусное, но почему-то хранится месяц. Хлеб и гордость, сотни видов, но все они тяжелые, как кирпич. Есть сосиски на любой вкус, от острых до сладких. Мало вкусняшек из детства, но зато много горького шоколада. Но главное, что качество их стабильно. Даже самый дешевый сыр будет реально сыром, а не сырным продуктом. О, это отдельная история. В Kaufland большой выбор, но очереди. В Lidl дешево, но быстро. В Rewe красиво, но дорого. На кассе никто не помогает паковать ваши продукты. Более того, кассиры пробивают продукты так быстро, будто соревнуются. Ну и самое главное, это сдавать бутылки обратно, чтобы получать деньги. Иначе ты выбрасываешь более евро в мусор. Немцы обожают праздники, но при этом никто не теряет контроль. Октоберфест, например, дорогой, шумный, но зато атмосферный. Рождество уютное, семейное, с ярмарками и глинтвейном. Пасха – это традиции и весна, поиск шоколадных яиц. А главное, все спокойно, красиво и очень по-своему. Транспортная система идеальная, но только на бумаге. Ну а в реальности как повезет. Поезда дорогие, бывают частые опоздания. Лучшие в Европе автобаны, но зато гигантские пробки. Автобусы по расписанию. Иногда да, а иногда нет. А вот велодорожки – это любовь немцев. Их много, они удобные, и велосипедист здесь король. Мусор разделяют так, как будто от этого зависит судьба планеты. Био, бумага, пластик, стекло, причем по цветам. Обычный мусор, бутылки со сдачей. Не туда кинул – скандал. И урок на всю жизнь. И
вот тут начинается правда жизни. Немцев раздражают шумные соседи, люди, которые не разделяют мусор, те, кто опаздывает, внезапная своя логика эмигрантов. Ну а в свою очередь иностранцев раздражает немецкая прямолинейность, холодность и минимум эмоций, медленный сервис и бюрократия, которая может убить любого. Но в итоге все учатся жить друг с другом, и это нормально. На этом все. Германия может удивлять, раздражать, вдохновлять, и это все одновременно, но именно в этом ее шарм. Всем спасибо за просмотр, смотрите наши остальные видео, подписывайтесь на канал и, естественно, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этих наблюдений. Впереди еще много историй о жизни здесь, простых, честных и полезных.